Камчатка. Центр Петропавловска-Камчатского. Давайте совершим небольшую обзорную прогулку по центру города. Сопка зеркальная, высотой 186 метров. Сопка Петровская, высота 270 метров. Со склонов открывается прекрасный вид на город и Авачинскую бухту. Авачинская губа является второй по величине бухтой в мире, уступая первенство лишь Сиднейской. Имеет длину 24 километра и глубину до 26 метров. Петропавловский судоремонтно-механический завод. Камчатский Свято-Пантелеимонов мужской монастырь является самым восточным монастырем Русской Православной Церкви. Никольская сопка. У сопки в 1740 году высадилась экспедиция Витуса Беринга и Алексея Чиркова. Отсюда началось строительство поселения, а затем и города. На склонах этой сопки в 1854 году около 300 защитников Петропавловска нанесли сокрушительное поражение десанту англо-французской эскадры численностью 700 солдат и офицеров. Остатки десанта бежали обратно на корабли. Сейчас на полуострове расположен благоустроенный парк с элементами военной истории и арт-объектами вулканов. Камчатский театр драмы и комедии. Горнолыжная база «Центральная». Старейшая на Камчатке горнолыжная база. Работает с 1964 года. Рыбный порт. Морской торговый порт открыт для захода судов круглый год и способен принимать суда длиною до 200 метров. Камчатский областной краеведческий музей хранит историю региона, коренных народов и природы Камчатки. Перед нами немного в дымке сопка Мишенная, высотою 383 метра. Правительство Камчатского края, а также законодательное собрание и представительство ДВФО. Озеро Култучное. Происходит от слова «култук» – мелководный рукав или залив. Стадион «Спартак» – одно из мест проведения летних общегородских событий.
в том числе праздников и концертов. Камчатский государственный технический университет. Краевая больница. Наша прогулка подходит к концу. Спасибо за просмотр.